Так, девочки, посмотрите, что у меня получается. Связала я голову. Я имею в виду сейчас вот эти 9 рядов. Голова получается на данный момент, кажется, очень большой. Но не пугаемся, потому что когда мы ее будем убавлять, и когда она будет собираться, она будет круглее и уже, да? Вот, если вы на схему смотрите, у него видно, что вот эти вот щеки, они у него такие достаточно, да, наполнены. Хорошенький он все равно смотрится, поэтому не пугаемся, что голова сейчас, особенно из плюшевой пряжи, она будет такая громоздкая. Вот. Здесь будут убавки очень резко делаться. Буквально не там, например, 3 столбика убавка и так 6 раз. Тут сразу будет там 2 столбика убавка и так 24 раза. Понимаете, вот так вот идет по схеме. Поэтому здесь будет резкий такой поворот, резкое сужение, что обещает нам о красивой плюшевой голове. Так, я посмотрела. Сейчас я хочу связать с вами нос. Я посмотрела, какая фурнитура у меня есть. Посмотрите, он здесь выглядит немножко такой мультяшно, да, вот именно с этим фетром, вот с такими вот глазками. Глазки рядышком сидят, и носик прям под ними. Хочу попробовать именно так же. Конечно, с моей фурнитурой так здесь не получится, мне надо брать и делать точно так же, как у автора, но я хочу использовать свою фурнитуру, да, она у меня есть, и просто, ну, она у меня, вот эти глазки у меня лежат уже на протяжении 5 или 6 лет. Мне как-то папка их привозил с России, когда он в гости ездил к своим. У него там родственники еще живут. И он мне оттуда их привозил. И, если честно, я их купить купила, но не знала, что с ними начать. И теперь, мне кажется, пришел этот момент. Но чтобы знать, брать их или нет, нужно сперва, девочки, они идут 20 миллиметров, 2 сантиметра, да? Нужно сперва связать нос. По такому размеру головы, я думаю, что нос можно связать и из Хималая, Dolphin Baby. Прям вот именно эту же пряжу взять, из которой мы рога вязали. Или же, смотрите, сейчас я вам покажу. Или эту же красную пряжу, да, вот, которой мы вязали рога. Вот, это Хималая Baby. Или можно взять Yarn Art Velour. Она намного тоньше, но тоже плюшевая. И вяжется не с номером 5, а с троечкой, да, с троечкой. И еще есть вот такая Chenille Fine. Она тоже тоньше, и я пользуюсь крючком номер 4, когда я вяжу ее. Но она отделяется, у меня нету светлее. А это более-менее схоже. Вот, если я буду вязать или с этой пряжи, или с этой, потому что я хочу, чтобы она была в цвет, как у автора. Оно шикарно смотрится. Конечно, не обязательно ему красный нос обязательно делать, но на картинке же вы же видите эффект, да? Я вижу. Поэтому, мне кажется, красный пятак будет самое то. Я сейчас буду вязать вот из этой пряжи вам нос. И если он мне будет казаться для этого чудика большим, то я потом отдельно свяжу для себя из этой пряжи. Но покажу вам сейчас я из этой, да? И потом посмотрим, как она будет выглядеть. Так, далее, насчет фурнитуры, да, где я остановилась. У меня вот есть такие глазки, они зеленые, но почему-то здесь один светлее, чем другой. Надо мне полазить, посмотреть. Плюс такие же глазки еще идут голубые. Конечно, когда они долго лежат, со временем они царапаются в баночке, да, ну, такой пластиковый. И если у кого-то есть такой, например, эддинг, фломастер, который не смывается, то им можно подкрасить. Так я спасаю некоторые глаза. И вот такой коричневый, представляете, девочки нашла. Сюда прям в тему. Я не могу второй глаз найти. Я обыскала все, но, по-моему, у меня нету коричневого, он один-единственный. Я сейчас вот реально... Сейчас я обязательно еще поищу. Для меня это очень важно, потому что я очень хотела бы... Очень сильно хотела бы коричневые глаза, потому что, ну, они как раз подходят. Они как раз сюда подходят. Очень сильно хочу. Но я не знаю, найду я или нет. Я сейчас пойду полазию. Вот, еще можно к этим глазам одеть веки. Это тоже типичные такие... типичные олени. У меня, по-моему, Рудольфа я же вязала на Первом канале. Посмотрите, там. И там, и там, девочки. Этот Рудольф имеет очень красивые глазки. Такие глазки с этими веками. Но если я буду здесь использовать эту фурнитуру, я веки сюда не одену.
они будут некрасиво. Поэтому я буду брать именно без век. Ну, вы можете на вкус и цвет, да, как говорится, товарищи, нет. Плюс у меня еще вот такие глазки есть. Вот таких коричневых дофига. Это один и тот же вид, только он меньше. Это если вязать из тонкой пряжи. Но у них вот это тоже сдвиг есть, да, вот я имею в виду, не как у Ленки, сдвиг, а сдвиг зрачка налево. Понимаете, он тоже смотрит здесь налево. Вообще это запрещено, если что, смотреть налево. Вот, ну он смотрит налево. А мы ему сделаем так, чтобы он налево не смотрел, а смотрел так удивительно внутрь. Да? Я их ближе, наверное, посажу. И еще есть вот такие. Но это вообще уже, здесь вообще лупики, здесь он в шоке должен быть в каком-то, да. Это надо до такой степени иметь смелость, что касается сейчас меня, чтобы их туда захерачить. Я боюсь. Я боюсь, мне кажется, я из него сделаю такого удивленного оленя. Он сам, наверное, не ожидал, откуда у него такие экзотичные рога появились, да, поэтому у него и такие глаза будут. Ой, девочки, он будет шикарный. Я уже сейчас, я уже все. Я уже именно там. Сейчас, где ухо? Ухо, вот оно. Ухо одно. Конечно, это все играет большую роль, когда это все сидит на месте, когда все на своем месте, когда все красиво так надуто. Я ему сделаю эти глаза. Все, я уже в предвкушении. Единственное, что сейчас свяжем ему пятак и посмотрим, какой он будет. Я его уже люблю, девочки, уже все. Я уже представляю, как он крутой у меня так ногу на ногу будет сидеть под елочкой, да, и ждать своего коллегу. Коллега это у меня будет немецкий коллега, которого я буду чуть позже делать, да. Я думаю, связать ему бабу, что ли. Но она должна быть тогда без этих, без рожек. Или как, без рожек, вы представляете, как он будет выглядеть? Блин. Парочку охота. Есть олень, баба? Нету. Ну ладно, женщина. Ну ладно, девушка. Я не знаю, он, в принципе, здесь не принципиальный, как я вижу. Он насчет этого... У него, короче, он сильно губу свою не закатывает здесь. А у него глаза закатаны. Так, короче, ладно. Это мы потом уже по ходу дела решим, кому ему будем вязать. Или бабу, или мужика, компаньона. С кем-то ему сидеть придется. Немцы же меня в покое не оставят, особенно теперь на Рождество, да, такого оленя. Мне кажется, он будет шикардос. Поэтому надо поторопиться, Лена, меньше болтать здесь, а больше работать. Короче, я возьму, наверное, ему Нет, зеленые глаза я ему, девочки, я ему возьму зеленые, потому что у него будет шарфик зеленый с белым. И немцам тоже возьму зеленые, потому что у него будет зеленая кофта. Будет красиво смотреться. Но я хочу сюда коричневый, а коричневого нету. Коричневого нету. Блин, один где-то укатился куда-то. Один куда-то укатился глаз. Ладно, давайте я буду меньше болтать и вяжем нос. Свяжем носик и за ним сразу же еще свяжем хвостик. И все тогда все детали мы уже здесь связали. Нам придется только потом все пришивать. Знаете, единственное, за что я переживаю, голова большая. Тело, в принципе, тоже не маленькое. И шея у него такая стабильная, да, там есть за что пришивать. Но лишь бы она не болталась. Вот, девочки, чтобы она не болталась, засуньте туда или бигуди, вот эти вот трубочки поролоновые, да, где очень такая плотная проволока есть. Или же надо будет закрутить какую-нибудь трубочку из поролона, такую, чтобы она плотная такая была. Или придумайте что-нибудь другое туда, промеж головы и горла, да, вот эта часть, чтобы она держалась. Страх у меня есть, что она может вперед падать, потому что это автор вяжет ее из акрила, а мы-то вяжем ее. У нее из акрила она все стабильно здесь сидит. А мы хотим-то из плюша, да? Вот. Мы хотим все то, что помягче. Ладно, посмотрим, короче. Что будет, то будет. Вяжем. Хвост? Нет, нос. Нос. Для этого сейчас читаю 5 воздушных петель. 5 воздушных петель. Раз. 2, 3, 4, 5. Ну, он будет не маленький с этой пряжей, я уже сейчас чую. Дальше
Со второй петли вяжем 3 столбика. Со второй петли, это вот это, вяжем 3 столбика. Раз, два, три. 3 столбика в одну петлю. Последнюю петлю 3 столбика. Раз, два, три. Поворачиваем. Я читаю, девочки. По другой стороне мы вяжем 2 столбика и 1 прибавку. Так, вот другая сторона. И она начинается вот с этой петли, по-моему, здесь. Раз, два, и в конце 1 прибавка. Да. Вот эта петля, вот она. Здесь дырка идет, куда мы делали сейчас прибавки. Вот она, следующая петля, куда мы должны войти. По-моему, дочь моя приехала, малая. Двери там кто-то хлопает. Раз. Сейчас она забежит, я уже чувствую прям. 2. И в последнюю петлю сюда прибавку. Вот, это один ряд. У нас 10 столбиков. Следующий ряд вяжем 1 прибавку. Вот в эту первую петлю вяжем прибавку. Прибавка. Теперь вяжем 2 столбика. Потом мы делаем 3 прибавки. Раз. Нет, это мама приехала. 2. И 3. 3 прибавки. Все, мои приехали, я сейчас буду. Так, я опять с вами. Что мы провязали здесь? 3 прибавки, да? Давайте до конца ряда довяжем. Провязали 3 прибавки. Теперь у нас идут просто 2 столбика. Раз, 2. И до конца ряда еще у нас 2 прибавки. 1 прибавка. И вот это вот вторая прибавка. Так, вот здесь у нас начало ряда, ставим маркер. Я его сейчас себе поставлю. И у нас с вами 16 столбиков. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Мои сейчас спонтанно приехали. Сегодня у нас воскресенье. Сейчас сколько? В 6 часов. Ну, дочка должна приехать. Короче, малая. Мои приехали, привезли мне грибы соленые. Девочки. Я сразу вспомнила ситуацию, я так ржала, короче. Я живу уже 25 лет в Германии и ни разу не ходила грибы собирать. А у нас в Казахстане, где я жила, степи, очень много было шампиньонов. И я ребенком сама бегала, собирала, потом их чистила, потом дома картошку жарила. Это в мои 11-10 лет. Я реально это делала. Я страшно любила. Вообще люблю природу, где-то там гулять в лесу или еще что-нибудь. Но мне это надо. Выть как волк на луну. Я потом с леса выхожу, такая сразу такая бодренькая, знаете, сразу так все хорошо. Ну, мне нужно или на море, или в лес, или просто куда-нибудь идти от всех подальше. Вот, и, короче, сколько, 25 лет в Германии живу, и решила в этом году, в октябре, поехать, короче, тут недалеко от нас есть леса, собрать грибы. Я помню вот эти вот наши мочалки, да, или как называли эти грибы, которые вот с одной стороны как мочалка. Потом, конечно, шампиньоны, но шампиньоны у нас здесь в Германии не растут. Очень много опят, коровники есть, да, вот все такое. Ну, я помню, думаю, поеду, короче. Взяла детей, поехала за грибами. Ой, не могу. Я, короче, говорят же опята, они где-то там в листьях, где-то на пеньках, они там много-много растут. Ну, и я, короче, ищем, нашли там один коровник, второй. На коровнике я помню, что их надо очень долго варить. Ну, там, знаете, это можно травануться, если их хорошо не приготовить. Короче, вот эти вот, которые как мочалка, они такие, их надавишь, они, да, я не знаю, как они называются, но вы знаете, они уже были все уже переспели, они уже были все червивые. И тут я нарвалась на опят.
Я такая была счастливая, я полную корзину опять набрала. Там еще пару коровников взяла. А потом сижу на них, смотрю, дети так смотрят, мама говорит, ты в себе уверена? Я говорю, нет, не уверена. Я потом пишу своему там одному знакомому и говорю, Костя, ну-ка посмотри, пожалуйста, можно такое хавать? А он такой посмотрел, сделай видео и поверни их чуть-чуть. А потом мне говорит, ну если ты в космос полететь хочешь, если ты, говорит, в космос полететь хочешь, что, говорит, отвори только детям, я тебя прошу, не давай, говорит. Ой, блин. А моя мама зато с отцом, с братом поехали в другой лес и набрали за 2 часа. Они набрали 5 ведер грибов, вот этих вот мочалок. Я так плакала, вы не представляете. Мне пришлось это все выкинуть, а она набрала. Ну, думаю, ладно, мамка, мамка Ленку любит. Она их почистила, 2 большие такие пачки вакуумных сделала, заморозила для меня. И, короче, еще она 5 баночек сделала литровых грибов. И вот сейчас она мне привезла, Лен, там, говорит, для тебя баночки грибов. Я сейчас полбанки просто с хлебом зажевала этих мочалок. Я так люблю грибы, я очень люблю грибы, что супы, что жареные, что пареные. Грузди, блин, нету груздей в Германии, да, и это только Казахстан. И вот это грузди в сметане, о, девочки, это как оргазм, честное слово, даже лучше. Особенно, когда они хрустят так, ой, я не знаю, у кого какие слабости, да, честное слово, блин. Ну, короче, вот сейчас она у меня побыла полчаса, привезла мне крепли и привезла и привезла она мне грибы солёные, потому что знает, что Ленка здесь на видосе сидит, и если Лена на видосе, то она не кушает. А я вам сейчас покажу, блин, у меня даже фотка осталась, как эти грибы выглядят. Девочки, только, пожалуйста, не судите меня строго. Вот, смотрите. Вот моя корзина, короче, она глубокая. И вот эти грибочков я набрала. А это поганки. А это поганки, девочки, самые последние. Короче, хорошо, что есть Костик, у которого можно было спросить, иначе бы я траванула. Иначе бы я траванула. А можно еще похвастаться? Это мой сына. Это мой сын жарит маме блинчики. Это тоже было воскресенье, и он у меня очень вкусно может готовить. Красавчик мой. Все, все, девочки, опять я отвлеклась, блин. Как хорошо с вами, вы не представляете. Ленка прям жить начинает опять. Что это было? Чем мы сейчас? Ну, я сейчас нормальных здоровых грибов поела, так что я еще не знаю, как мы дальше с вами вязать будем, но я уже их кушала. Вот, родители в грибах шарят. Но когда они увидели, что я собрала, мама так на меня смотрит. Ты, говорит, руки после этого мыла? Я говорю, да. Ой, Ленка грибов собрала, блядь, в октябре. Это пипец какой-то. Все. Все, успокойся, пожалуйста. У нас сейчас 16 здесь столбиков. Все, короче, вяжем следующий ряд. Зачем мамка приехала? Я не знаю. Вяжем следующий ряд. Тему для разговора нашла, да? Блин, а мне кажется, сколько лет здесь на ютубе буду, у меня не будут эти темы кончаться. У меня постоянно что-то новое всплывает. Вяжем одну прибавку. Так, это следующий ряд, да? Связали прибавку, и теперь вяжем 3 столбика. 3. Раз, 2, 3. Теперь вяжем одну прибавку, 1 столбик, и так 3 раза. Одну прибавку, 1 столбик. Одну прибавку, 1 столбик, и еще раз. Одну прибавку и 1 столбик. Дальше вяжем 2 столбика. Просто 2 столбика. Девочки, у меня сердце начинает колоть, мне надо успокоиться. Мне нужен успокоительный. Я и так уже успокоительный пью. И все равно, походу, маловато. И теперь пьем, говорю, да, и теперь пьем. Одну прибавку и 1 столбик, и так 2 раза. Одну прибавку.
и 1 столбик. Ну и последний раз, наконец-то, господи. Одну прибавку вяжем и 1 столбик. Так, у нас 22 столбика. Девочки, ну ничего, так пятачок у него будет. 22 столбика. И смотрите, как я. Вы думаете, как вы думаете, девочки, когда я такие видосы выпускаю, вы думаете, как я себя иногда чувствую? Вы знаете, что во мне внутри иногда происходит? Вы даже себе не представляете, у меня всегда такой страх, когда этот видос выходит. Потому что смотрят на меня разные люди, они, наверное, думают, блядь, у нее крыша едет совсем. У этой бабы, у нее не все дома. Девочки, у меня правда не все дома, и мне так хорошо от этого. Короче, мне надо воды попить. Вяжем 1 ряд без изменений, 22 столбика. Так, девочки, все. Ленка спокойна. Что-то мне кажется, у меня камера немножечко. Вяжем еще 1 ряд с убавками, и все, и пятак наш готов. И что-то мне такое ощущение, что он будет суперски смотреться. Голова-то большая, ну сейчас, ну это в конце мы приложим, да? 1 ряд. Здесь я буду делать такие убавки за 2 стенки, потому что его все равно не будет видно, эти убавки. Делаем сейчас 1 убавку. Цак. И вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь делаем 1 убавка, 1 столбик, и так 3 раза. 1 убавка, 1 столбик. 1 убавка, 1 столбик, и последний раз. 1 убавка и 1 столбик. Далее 2 столбика. И делаем 1 убавка, 1 столбик, и так 2 раза. 1 убавка, 1 столбик. 1 убавка. 1 столбик и 1 соединительную петлю. Так, я оставлю на всякий случай эту нитку подлиннее. Я не знаю, буду я ей пришивать или я возьму другую. Обязательно наполняем ватой. Мне всегда не нравится вот это, здесь как будто бы тень, что ли. Вот эта вот петля, она всегда идет, знаете, немножечко как сопля такая. Я ее так не люблю, но это всегда, когда ты начинаешь вязать с воздушных петель. Всегда так. Она такая некрасивая, первая петля. О, ну ее можно спрятать. Слушайте, может, меня от грибов трясет. Я все-таки полбанки захерачила сейчас. Да нет, я их уже кушала, они такие вкусные. Смотрите, какой носик. Ну ничего так. Так, давайте просто приложим. Хотя здесь еще ничего толком не видно, да, но примерно можно же все равно видеть. Мы же еще, как только начинаем закрывать голову, как только будем ее заполнять, там уже видно будет, его ли это нос или нет. Потому что все равно не маленький он. Ой, девочки, да это его пятак, я прям его и оставлю. Вот. Конечно, он будет немножечко... Я не знаю. Короче, мне страшновато, если честно, да? Если честно, мне страшновато. Давайте я чуть-чуть сдвину глазки. У него сейчас тоже как будто бы он грибов объелся. Лена. Я сейчас пока спрячу сюда. Знаете, я все-таки свяжу еще из тоньше пряжи, из пряжи, которая потоньше, да, и приложу и ту, и ту. Вот. Единственное, конечно же, от этого потом зависит очень большую роль. Он как настоящий, это вот как будто снеговик, а не Дед Мороз. Понимаете? Что мне делать, а? Меньше вязать или оставить? Она тоже вязала все из одной пряжи. Их носик тоже у нее с этой же пряжей закрыла, да, поэтому оно все по пропорциям должно подходить. Так, ну-ка рога сейчас приложу.
Конечно, когда голова круглая, оно все совсем по-другому смотрится. Самое главное, чтобы этот нос не закрывал глаза. А он может закрывать. Его надо не сильно наполнять, чтобы он был... у нее, знаете, он у нее еще очень плоско смотрится. Она его, может, даже и не наполняла. Чуть-чуть. Вот я бы его вот плоским, наверное, бы пришила. И потом еще очень важно сделать такой белый стишок здесь. Ниточкой белой протянуть, да, как будто блеск отдает. Вот так. Это будет видно, если голова, потом рога. Мне кажется, он такой смешной будет. Он будет настоящий комик. Еще и ухо торчит. Но, блин, для этой головы нос самое то. Нос всегда должен быть. Если он большой, глазки чуть меньше. Не может быть, чтобы и глаза, и нос было все большое казалось, да? Вот. Ну, мне кажется, по сравнению с этим носом, глазки здесь маленькие смотрятся. Так, давайте я сейчас возьму ее фотку. Сейчас, секунду. Он у нее такой милый, а у меня какой-то, знаете, какой-то бомж. У меня какой-то тут зрелый уже. Ну, сразу видно, зрелый чувак. Здесь какой-то такой уже жизнь прошел, многое видал. Не зря у него нос такой большой, красный. Ёшкин свет, боже, что люди про тебя подумают, а? Люди подумают, господи, откуда она взялась? Инопланетянка какая-то. Смотрите, какой у нее миленький, а у меня посмотрите какой, вы понимаете? Я все-таки еще свяжу. Короче, вы поняли, да, как нос связать? Но я все-таки такое еще свяжу из вельвета и потом приложу. Но мне придется, к сожалению, рисковать с глазами. Глаза у нее, они не так сильно высоко сидят, если честно. Носик у нее должен быть где-то вот тут. Глазки можно еще чуть-чуть пониже посадить. Она сказала, где вот эти вот 3 ряда мы вязали без изменения. Вот эти вот. Вот промеж этих 3 рядов. Вот так. Я, наверное, сделаю его смешным. Ну, пусть один раз он у меня будет чуть-чуть не такой, как у всех. Да? Кстати, у него эти глаза наверх смотрят. А если ему тоже наверх закатить? Ой, такой мечтательный. Слушайте, точно. Мечтательный олень. Да? На рога он смотрит. Май гад. Да, точно. Глаза наверх надо закатывать. Мне надо только по цвету подобрать, что-то у него один тут потемнел. Ладно. Мы сейчас с вами провяжем пару рядов с убавками и заполняйте голову. Потом будет видно. Пока я еще их крепить не буду, у меня еще есть время. Господи, вот это была задачка. Офигенная МК. Сейчас мы что-нибудь с него сделаем. Голова. Так, это нос. Где голова? А нам еще надо, девочки, не забыть. Нам еще надо не забыть. Нам надо еще не забыть связать хвост. А вот она голова. Так, мы сейчас будем делать убавки. Вот мы провязали 9 рядов, и сейчас начнутся убавки. Один ряд убавки, один ряд без изменений. Ряд убавки, ряд без изменений. Но здесь убавки, видите, как делается? 2 столбика убавка 24 раза. Не 6 раз, да, как всегда, а по-другому. Итак, сейчас будет резкое убавление. И вот когда я чуть-чуть уже убавлю, заполню ватой и приложу это все. И потом я могу знать, где крепить и как крепить. Итак, сколько? Это 20 или 2? Нет, это 2. 2 столбика убавка и так 24 раза. Да, СПН это же столбик. 2 столбика убавка и так 24 раза. Ну, как делаем? Так и делаем, да? Здесь у нас маркер. Давайте я здесь маркер посажу. Так. У меня еще аку вроде бы есть. 2 столбика. 1, 2. И делаем убавку. И так весь ряд. 2 столбика. И убавка. Окей? Провязываем так до конца ряда. И потом вяжем с вами один ряд без изменения.
72 столбика. Так, девочки, посмотрите, видите, как красиво уже получается. Первый ряд с убавочками сделали и ряд провязали. Следующий ряд, сейчас дайте мне посмотреть. Следующий ряд мы вяжем 4 столбика убавка и так 12 раз. И потом один ряд без изменения 60 столбиков. 4 столбика убавка и так 12 раз. И потом один ряд без изменения 60. И вот когда эти два ряда провяжу, я тогда попробую вставить и заполню афинфаль, хочу сказать. Я заполню головой, уже тогда, господи, я заполню вату. Я заполню, господи. Я заполню вату. Не даёшкин свет. Девочки, что за грибы мне мама привезла? Я заполню голову ватой, и потом я вставлю ей глаза. Все, девочки, вы поняли, да? Сейчас я пойду отдалюсь чуть-чуть. Так, девочки, смотрите, вот я вставила глазки, да? Они вроде тут красиво даже смотрятся. И вот закрыла. Немножечко начала ватой заполнять. Теперь надо будет делать только убавки. О, доча моя приехала. Ай, Шац. Мама видео делает. Ой. Как дела? Хорошо. Что ты там купила? Я во Франции. Да. Привет, подписчики. Они тебя не слышат. Они тебя, наверное, не слышат. Иди сюда. У нее еще в зубах этот саншпанг, она не дает. Скажи что-нибудь. Привет. Привет всем. А если ты шпангу свою вытащишь? Привет всем. Что, нормальные выходные были? Хорошо. Ну, хорошо. А за мое видео. Ich mache Video, genau. Тебя тут все снимают. А кого ты вяжешь? Бегемота? Ага, бегемот. Это олень, какой бегемот? Ой, я думала, бегемот. У Нет. него просто такой монстр, как у бегемота. Да, у него здесь немножко как бы бегемот. Не, подожди, он будет красивый. Если мы ему рога приделаем, он будет четкий. А я думаю, бегемот. Нет. Короче, я решила нос оставить. Ну, я пошла, хорошо? Хорошо, Шац, иди. Пока, подписчики. Шепелявит, как будто ей зубы выбили. Это ей просто вставили. Саншпангу ей вставили. Вот так. Я не буду ничего менять. Я оставлю этот нос, какой он есть. Я хочу такой большой нос. Пусть будет. И глазки так наверх я ему сделала. Мне кажется, он будет красиво смотреться только тогда, когда мы все это проделаем. Да, девочки, он будет очень классный. Короче, все. Ничего менять я не буду. Оставлю этот пятак. Теперь мы убавляем, да? Глазки я прикрепила. Они вот... Если так смотреть на него, они наверх. Сейчас под камерой все это выглядит как-то, ну, не так, да, неестественно. Но вот когда все сделается, когда все пришьется, я уверена, что эффект будет обалденный. Так, давайте что, закрываем голову и заполняем. Какой у нас ряд сейчас идет? Последний ряд я провязала 60 столбиков, да? 4 столбика убавка, 12 раз и 60 столбиков, один ряд. Теперь мы вяжем с вами 3 столбика убавка, и так 12 раз. И потом 48 столбиков, один ряд без изменения. Окей? 3 столбика убавка, и так 12 раз. И один потом ряд без изменения, 48 столбиков. Вяжем. Так, девочки, вот я вяжу до сих пор еще голову, да? Наполняю постепенно ватой. Я сейчас просто так ее наполнила. А еще ничего не выровняла, чтобы она все как-то равномерно была. Сейчас пока вот как убавим здесь, тогда есть больше на это возможности. Итак, еще 2 ряда у нас остались, и все. И потом вот эта голова, она пришивается к телу. Мы сейчас с вами вяжем 2 столбика убавка, и так 12 раз. И потом вяжем один ряд, 1 столбик убавка, и так 12 раз. Я повторяю. Один ряд с убавками. 2 столбика убавка, и так 12 раз. У нас будет 36 петель. И потом 1 столбик, 1 убавка, и так 12 раз. И у нас будет 24 петли. Точно так же, как на шее. Окей? Провязываем эти 2 ряда. И потом посмотрим, что будем здесь делать дальше. Кстати, она большая, но у меня она не такая тяжелая. Мне кажется, что она будет держаться на теле. Хотя немножечко, блин, я так чуть-чуть переживаю. Я хочу сказать, да? Ну, посмотрим, что будет, то будет. Так, девочки, связала я голову, наполнила ее ватой.
Конечно, здесь можно щеки еще вот такие сделать, как Стелла сказала, как и у бегемота, но я не стала это делать, потому что голова сама по себе крупная, получается, по сравнению с телом. Тело у меня, если честно, меньше, хотя я, ну, я и туго еще вяжу, да, у меня по настроению. Вчера вязала так, тело, оно поменьше, а голова сегодня прям так, знаете, как это, ну как, под другим настроением, и вязка как-то спонтанно шла и легко, поэтому она может быть больше голова, не знаю. Но мне все нравится, я сейчас к телу приложила, и это вы можете увидеть только тогда, когда я сниму его полностью не под камерой здесь, потому что он большой, он мне не залазит, да. Вот, тело выглядит, по сравнению с головой меньше, чем голова, но там еще будет хороший шарф вокруг шеи, оно все как-то пропорционально выглядит. Я уже присмотрелась, будет суперски. Посмотрим, короче. Вот, нос. Здесь еще есть такая маленькая белая полосочка, да, нос я такой оставлю, он к этой голове подходит. Мне он нравится. Вы можете связать поменьше, если хотите, но я оставлю. Так, хочу сделать такую маленькую черточку, чтобы видно было, ну, как блестяшка, да, такая. Возьму я тут, как она называется, не Хималая, а Chenille Fine. Вот, и где-то здесь сбоку, наверное. Как-то надо здесь один раз просто, наверное, так приложить. Как-то так. Наверное, один раз или два. Может, один раз хватит? Нет, сделаю два. Два таких стежка. Два стежка и прям внутри там оставить. Узелок там как-нибудь сделать. Один стежок и рядышком еще один. Вот так. На носик. Угу. Далее. Я здесь глаза не буду утягивать абсолютно, потому что нос такой крупный, он сам по себе выпирает уже. И это делает такой вид, как будто у него глаза внутрь, как будто они сидят. Их можно, конечно, утянуть, но от этого щеки еще крупнее будут. Поэтому здесь надо носик не так сильно плотно набить и пришить его сперва. Не низко, да, носик должен прям под глазками лежать, иначе она будет как-то не очень смотреться. Вот. Эту ниточку, ее надо здесь как-то зацепить. Сделать узелок, и можно ее просто внутри оставить, не надо ее обрезать. Вот. И сейчас что вы будете делать? Перед тем, как сделать ему вот эти вот брови, рот, нужно чуть-чуть заполнить ватой и пришить этот нос. Я буквально чуть-чуть только возьму, чтобы он все равно плоским был. И вот так вот приложить его сюда. Немножечко так поуже и пришить его, девочки. Окей? Пришиваем просто такой же цыганской иголкой и стежок здесь, и вот так вот. Я уже несколько раз показывала это видео. Мне нужно взять его на колени, чтобы он ровно был, да. Если я сейчас только для камеры покажу, я пришью его криво. Потом не распускать, я все испорчу. Вот, я думаю, что это не так тяжело. Пришиваем его к голове. Так, смотрите, пришила я этот носик, и вот так она смотрится. Теперь давайте вышьем ему брови, как у автора. И у него вот такая здесь улыбочка есть. Попробую я ее тоже сделать. Да? Мне он так нравится уже, девочки. Так, цыганская игла длинная и нитка. Нитка такая, ну, это хлопковая. Я всегда ей вышиваю, девочки, в каждом видео. Входим внутрь, в шею. И хочу большие брови. Хочу такие большие брови, но они должны так наверх торчать, как будто он очень сильно задумался, почему у него такие длинные рога. Да? Почему же у меня такие длинные, красивые, экзотичные рога? Прям так и хочется сказать, где твоя половинка? Да простит меня. Я не знаю, кто.
Ну, кто-то должен меня простить за мой такой скверный язык. Это просто у меня такой юмор, девочки. Не принимайте это все всерьез. Просто я люблю поржать. Смотрите, какой он красивый. Сейчас я ему улыбку сделаю. Прям вот аж просится. Но это какое-то, это не видео, а какое-то прям у меня. День воскресенья спасен. Иначе бы я сегодня целый день бы гладила, убиралась, полы мыла, еще что-то. Ой. Так. Улыбочку хочу. Улыбочку. Я смотрела сейчас тут, да, как у нее идет вот так вот. Вот так. Потом сюда, наверное. Вот сюда. Сюда. Вот сюда. Биtte. Nein, выше. Но он будет таким необычным, потому что у него голова больше, чем тело. Да. Все мы же не перфект, да? Есть некоторые вообще. Я сейчас не буду говорить. У всех свои есть какие-то комплексы. Вот у него свой комплекс. Зато у него есть красота. А его красота — это его рога. И кривая бровь. Чё Лена, блин, не в состоянии было? Ну-ка, может, это натянем? Я не хочу сейчас вытаскивать. Она как будто бы у него так, знаете, как будто бровь задралась наверх. Ладно, оставлю так. И вот, ой, господи, здравствуйте, вот так. Ай, да, слушай, он не против этих рожек, они его, в принципе, даже... Ну, или, знаете, вот смотрите, какую большую разницу, да? Или если ты вот так вот сделаешь, то он улыбается. А когда вот так вот сделаешь, то он уже задумался, понимаете? Тут он уже конкретно задумался все-таки, а почему у меня такие большие рога? Так я ему сделаю. Я хочу, чтобы мужик подзадумался над своей жизнью, где он согрешил, да? Потому что такие рога получить, это, это, наверное, пришла какая-то обратка. Ну, мне так кажется. Где-то, наверное, он согрешил, что его так наказали. Это мой сарказм, девочки, я шучу, пожалуйста, только воспринимайте все адекватно, да? Дайте поржать, Ленке. Смотрите, какой он красивый, девочки. Знаете, на кого он похож? Снеговик этот. Как он называется? Господи, у меня и Швамкопф, и Губка Боб, и Боб Губка, или как там был у меня? Губка Боб. Ой, господи. Он похож на этого снеговика, такого белого, смешного. Не знаю, как его зовут, у меня уже дети взрослые. Может быть, когда-то мне еще это напомнишь, не знаю. Ну, всякое может быть, да? Вот. От меня можно все ожидать, так что, девочки, от меня можно все ожидать. Давайте. Что мы сделаем вот такое еще? Вот такую, знаете, как она называется? Такую штучку. Давайте сделаем масенькую совсем. Уголочек такой вот. Вот так. Уйти. Вот так, да, вот так хочу. Вот так. И еще раз сюда, чтобы здесь сделать узел, чтобы наконец-то избавиться от этой нитки уже. Чуть-чуть, да? Вот так. Ой, ничего не боюсь, боюсь только пришивать ее. Вот честно. И вообще я любитель суставчиков, да? Но тут и придется нам шить. Затягиваем. Цак. Нитку не надо эту обрезать, пусть она внутри будет. Так, сейчас только вот этот уголочек я еще вытяну. Вот так. Здравствуй, такой. Ой, такой ты милаш, такой невинный такой весь, да? Невинный. Ну, вы все так выглядите сперва, невинные. Ай, красота, Ленка. Какой он красивый. Молодец. Видите, как я себя люблю хвалить. А что надо хвалить, я заметила. Чем больше себя хвалишь, тем лучше себя ощущаешь. Да нет, я просто поржать. Что мне хвалить, господи? Так, что? Уши? Уши, рога,
рога. И что еще? Это все надо пришивать, девочки. Блин, я единственное только боюсь, что он тело маленькое немножечко. Очень боюсь. Очень боюсь. Голова шикардос прям. Да. Глазки наверх сделала. Вообще круто. Видите, у меня все вот это приходит как-то со временем работы, не запланировано. Я его, честно, ни разу еще не вязала. И я не знаю, как он будет выглядеть. Я одно только вижу, что тело чуть меньше. Но мне кажется, так должно быть. Сейчас тоже вот у нас есть такие специальные... Знаете, я уже елку поставила, девочки, не поверите, уже в конце ноября у меня елка стоит. Потому что я в этот раз купила искусственную елку. И не захотелось мне ее тащить на чердак. Она, ну, не маленькая, 1,80 м все равно. Мне ее самой тащить на чердак, ну, нафиг надо, я сейчас ее поставлю, пусть стоит. А на ночь, чтобы ее зажечь, я так жалюзи отпустила, чтобы люди не видели, что у Лены уже елка стоит, да. Вот, и это самое... Думаю, ну какая разница, зато у меня дети рады, вечером сядешь, так уютненько, там такие свечки на батареечках включила, они там мигают, господи, атмосфера другая, да, уже как-то и жить охота. Вот, но я так хотела себе, знаете, я вообще люблю вот такие вещи, и продаются сейчас в вот таких разных магазинах такие большие олени. У них ноги можно вытянуть, можно опять гармошку сделать. Продаются большие красивые олени. Я стою, смотрю на него, думаю, боже, как я тебя хочу. Кто бы знал, как я хочу этого оленя, да? Но мне так жалко отдавать деньги. 35 евро стоит такой один олень. Но если купить одного такого большого, поменьше, девочки, ну это на всю жизнь. Это так красиво. Другие там какие-то прибамбасы, там всякие шарики, все такое, да. Но мне вот нужны вот эти вот в доме, вот эти вот чудики. И я должна их любить, да, только тогда они как-то на меня позитивно влияют. Ну, не купила я себе чудика, значит, я себе его связала. И вот он у меня будет. Но все равно, если я вот захотела того оленя, которого я там видела, да, блин, мне кажется, все равно я до него добрусь, доберусь. Или мне его кто-нибудь подарит, этого оленя, да, или я его себе когда-нибудь куплю. Вот. Ну, в конце, наверное, зимы там не так дорого будет, потому что сейчас что-то не хочется так много денег тратить. Потом мне говорят, зачем тебе такое? Ты же можешь себе связать. Господи, девочки, посмотрите, какие огромные рога. Как я боюсь, что голова будет не выдерживать. Очень боюсь. Так, рога пришиваются. Пришить я не могу это под камерой. Единственное, что... Сейчас посмотрим на схему. Видите, как они пришиты? Пришивается сперва один рог и под ним ухо. Фух. Чем его держать будем? Чтобы он не упал. А? Я же хотела, где тело, туда такую плоскую эту подложить. Чтобы он сидел. Ну, он мне и так сидит. Я думала вот сюда вот подложить такую штучку, да, чтобы он это... Но и так у меня сидит. Очень боюсь. Столько работы. Такой он красивый. Ладно, короче, знаете, что сейчас сделаем? Перед тем, как я буду пришивать эти рога, мы пришьем голову. Это единственное, что нам еще осталось сделать. Пришить голову и связать с вами хвостик. Потом все эти остальные детальки мы сами пришиваем. И потом уже я вам покажу, что получилось. И вы не поверите, девочки, но я вот вчера села, не знаю, когда вечером. Сегодня воскресенье, сейчас у нас 7:30 вечера. Сегодня я села 1:30, наверное, или 2. И вот все время с вами, да, выходные. Но я очень хотела сделать еще перед Рождеством его. И я очень рада, конечно, чего я добилась. Мне самое главное еще все это до конца пришить. Все, давайте тогда пришьем, попробуем голову. Вот оно тело. Я еще здесь ничего не обвязала. Давайте я сейчас это обвяжу, потом пришьем. Так, девочки, короче, что смогла, сейчас сделала. Я обвязала, наделала вот этих вот снежиночек, да, так оно у меня выглядит. Здесь еще пойдет толстый шарф, который мы тоже свяжем. Я не знаю, как вы его хотите вязать. Я хочу его вязать спицами. Попробовать из плюша связать спицами, потому что там красивая вязка получается. Если вы хотите, вы можете вязать крючком. Но это такие идут петли, знаете, туды-сюды. Переход такие поворотные ряды называются. Так.
Я буду брать, я возьму темную нить, она все равно здесь будет исчезать, ее видно не будет. Еще и закрывается все шарфом. Самое главное, чтобы шея была очень плотно набита. Теперь надо как-то это так все сделать. Да. Блин, девочки, как я не люблю этим заниматься. Как я не люблю пришивать голову. Господи, я знаю, вы сейчас будете меня материть. Но почему-то Лена не сделала это все. Ух ты, смотрите, как четко она туда вставляется. Опачки. И все. Не надо расстраиваться раньше времени. Вот так вот. Прям как в скважину. Смотрите, как круто подобрано. У него должна быть такая голова большая. Короче, я поняла, это как Олаф. Снеговик Олаф. Вот такая форма. Там же тоже узенькое такое тельце, весь такой, блин, миниатюрный, да, мужичок. Но голова у него, дай бог. Мозги там, наверное, есть. Ну вот у этого тоже, походу, мозги есть. Посмотрите, как она классно все туда садится. Так, теперь... А как мне вам показать? А? Сейчас, девочки. Сейчас я вам покажу. Я попробую здесь сзади стать. Вот так. Как на операционном столе прям. В общем, мне не привыкать. Я, конечно, с врачом не оперирую, но мы делаем такие, как биопсии и все такое. С врачом я делаю. Это мне нравится. А операции нет. Я при операции, прям конкретной операции, стерилизации мужчины. Я один раз была рядом. И я упала в обморок и сказала: боже мой, бедные мужики. Нет, говорю, я не хочу такое. А знаете, от чего я упала в обморок? Когда он, девочки, когда он, вот, стерилизация, как она делается? 2 дырки делаются, вытаскивается вот это замда, это как она называется? Господи, только не по-немецки сейчас вот говорить. Ну, вот это специальная такая мужская, там, где проходят вот эти живчики, да? Вот она перерезается, коллега должна держать, врач держит с другой стороны и зашивает эти трубы. Ну, как у женщин трубы, да, называется. Вот. Он их зашил, а потом он еще должен их прижечь, чтобы кровь не шла. И вот в тот момент, когда он еще вытащил эту жилу, отрезал, я еще как-то вот это вот звучание как-то еще смогла перенести. Но когда он ее завязал и потом стал прижигать, и этот вот запах паленой курицы, девочки, я не смогла удержаться, я упала в обморок. Он так на меня посмотрел, как на кусок мяса, говорит: уведите ее отсюда. Она говорит: нам здесь много не поможет. Я сказала: не-не-не, такое я не хочу. Я лучше буду катетеры менять мужикам, мне это больше нравится. И делать всякие там исследования мочевого, кровь я беру, шприцы делаю. На информационной. Короче, вот это мое, остальное не. Операции делает моя коллега, она немножко жестче. Да-да, есть еще женщины пожестче, чем я. Вот, так что ты, мой красавчик, терпи. Он сейчас как на операционном столе. Сейчас мы тебя туда введем. Господи, что я сегодня вам только здесь не рассказала. Люди, правда, реально подумают, что у меня здесь... А как пришивать теперь? Ну, блин, ну, девочки, вы можете себе представить, как это пришить? Мне тяжело это показывать сейчас. Я должна этого красавчика взять на руки, иначе он у меня будет кривой косой. Так, цыганская игла. Здесь я вот, я не знаю, вы видите? Да нифига вы не видите. Короче, я захватываю просто вот эту часть. Ну, еще раз можно здесь ее захватить. Ну, поверьте, мой шеф, он уролог, да, он не только делает стерилизации у мужиков, там все, что хочешь. И мы делаем у себя в практике операции такие. Очень интересно. Ну, когда ты 25 лет работаешь, ты с этим, конечно, уже... Для тебя это как «здравствуйте». Это вполне нормально. Я себе не могу даже представить работать у женского или у детского. Да вы чё там? У меня нервов на это не хватит. Это не мое. Мужики, они, когда чувствуют какую-то опасность, они сразу такие мягкие, пушистые девочки. Мы их сразу в тот момент имеем. Хотя, зачем их иметь? Ну, понимаете, не всегда же мужикам иметь нас, да? Вот, так что... Вы, наверное, меня сейчас тоже здесь видите, да? Мой длинный нос. Так, короче, вот так вот берем. Вы видели, да? Или нет? Захватываем шею. Я вот захватываю первый вот этот последний ряд. Ой, господи. Наверное, я вам не смогу это показать, иначе мне сейчас криво все пришьется. Захватываю шею и потом захватываю голову.
и пришиваю. Все, я не знаю, как вам еще это показать, у меня не получится, иначе у меня будет кривой олов, или как его там, снеговик, он будет очень кривой. Просто вот так вот, вот так вот, вот так вот пришиваем. Видите, как криво кос, потому что на камеру такое, ну, не снимешь. Все, девочки, шьем голову. Девочки, короче, я пришила один раз, смотрите, как она здесь выглядит. Один раз пришила, вот. Классно держится, я вам хочу сказать, по сравнению, вот вы сейчас, я не знаю, как у вас, но вот у меня голова не маленькая, да, вот с телом. Но оно подходит, оно как вот из мультика какого-то, да. И вот если его посадить, держится голова, не падает вперед абсолютно, потому что здесь такой хороший этот обхват, я вам так скажу. Короче, я сейчас вот так еще, вот теперь можно здесь показать, да, вам. Вот, я голову захватила, сейчас захватываю прям полностью, здесь вот захожу в ряд шеи, вытягиваю, потом захожу в голову вот сюда, вытягиваю, потом опять в шею и затягиваю. Прям хорошо затягивать. Она затягивается. Цак, и она очень плотно садится. И так далее. Опять в голову, в шею, в голову. Также я делаю самый первый ряд. Просто мне его тяжело ровно держать. Понимаете, он кривой становится. Все. И затягиваем. И так далее. Так можно пройти раза два, девочки. Вот такие моменты, да, вот, например, здесь я вот эту часть не затянула, но его надо затянуть. Это значит, я сейчас вот сюда вернусь. Это просто я уже на камеру неудобно. Так, и теперь я захвачу еще раз шею. Никаких вот таких не должно быть здесь дырочек. И захвачу это место головы, вот оно, это место. Да блин. Головы. И опять шею. Теперь затягиваем. Вот, она все затягивается, эта нитка исчезает. Короче, еще раза два надо вокруг пройти, чтобы она плотно-плотно сидела. Потом это место заматывается шарфом. Девочки, я пришила, голова держится, все стабильно, не знаю, как у вас, у меня стабильно. Для стабильности советую все равно еще туда что-нибудь засунуть, да, чтобы шея твердо стояла. Но у меня без этого я ничего туда не пихала, блин, он у меня сам такой весь стабильный, уравновешенный по сравнению с хозяйкой, он прям хорошо. Так, пришиваем рога и уши, вы их тоже будете пришивать сами, да, девочки, потому что, ну, такую мелочь просто по кругу цепляем к голове, вот так вот. Одни рога смотрят туда, другие рога смотрят сюда. И под рогами ушки. Вот так. Под рогами, когда пришьем рога, пришиваем сюда ушки. Вот. Это мы сделаем самостоятельно. Давайте мы с вами еще свяжем хвостик, который останется пришить, и шарфик. Так, сейчас, девочки, мне нужно здесь место сделать. Секунду. Так, в принципе, могла я его с самого начала вязать, но что-то я его постоянно откладывала. Итак, вяжем хвостик, девочки. Колечко амигуруми 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. Затягиваем и вяжем с вами. Один столбик, одна прибавка, и так 3 раза. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. Еще раз столбик и прибавка. Следующий ряд вяжем 2 столбика, прибавка, и так 3 раза. Раз, два и прибавка. Раз, два, прибавка и еще раз. Раз, два и прибавка. Дети с ума сходят. Знаете, о чем я сейчас подумала? Есть в кого.
Вообще из моих 3 только Стелла такая, как я. Она такая. Слышите, да? Вот такая она. Бежит там, как, я бы сказала, кто. 3 столбика прибавка и так 3 раза. 1, 2, 3 и прибавка. 1, 2, 3. Прибавка. Ну, еще раз. 1. Девочки, знаете, о чем я сейчас подумала? 3 и прибавка. Немцы же тоже перед тем, как их видео выйдет, они тоже это видео просматривают. Вы можете представить, я тут двигаю стол, ложу оленя и говорю про операционный стол. Единственное, что они могут понять, так это, не буду говорить еще раз по-немецки, но это семенные трубы. Вы можете представить, что они будут думать в тот момент, что это бля. Ой, мне страшно. Они стопудово, они не поймут, да, при чем тут семенные трубы. По-немецки это она совсем по-другому звучит, там уже ясно и конкретно, что я сказала. Ладно, ну, блин, кошмар. Ладно, ну, мне все равно. Я, короче, когда видосы свои выставляю, я закрываю глаза, просто нажимаю старт и все. И меня больше нет. Последний ряд. 4 столбика прибавка и так 3 раза. 1, 2, 3, 4. И делаем прибавку. Мне кажется, это самое длинное видео, что у меня было за все эти года. 1, 2, 3, 4. И делаем прибавку. И последний раз. 1, 2, 3, 4. И делаем прибавку. Так. Теперь надо провязать 6, 7, 8, 9. 4 ряда, 18 столбиков провязываем. Так, девочки, провязала я. Теперь мы делаем 1 ряд с убавками. 4 столбика убавка и так 3 раза. 4 столбика убавка и так 3 раза. Сейчас посмотрим. 1, 2, 3, 4. И я сделаю такую простую убавку. 1, 2, 3, 4. И такая простая убавка. И последний раз. 1, 2, 3, 4 и убавка. Девочка, здесь автор пишет, что она плотно наполнить, сложить хвостик пополам и провязать вместе 7 столбиков. Оставить не для пришивания. Пришиваем между 12 и 13, ну там пупец найдете, там, да, где ему пришить. Я вот теперь сижу и думаю, как он пришивается? Или просто так? Или он так торчит у него? Они у них разве торчат? Он у него наверх торчит? Как он должен, как у оленя хвост вообще выглядит сзади? Это надо Гугле спросить. Он, походу, знает. Блин, ну сейчас я пришью, он будет у него как у кролика торчать. Сейчас, подождите, девочки. Я сейчас... Про как задать вопрос у Гугля? Как выглядит оленей хвост? Сейчас я вам покажу. Как выглядит... Господи, что здесь только не вылазит. Как выглядит оленей мох. Оленей мох такой есть? Смотрите. Как выглядит оленей мох. Нет, хвост. Хвост. Опачки! Вы видели, какой красавчик? Он у него висит или вот так торчит? А если он... Вот так! Я же сказала, он не должен быть наполнен. Вот, у него почти нету хвоста. Хвост оленя. У него вот так он торчит. А если он сидит, как у нашей игрушки, то тогда, я так понимаю, его надо просто вот так вот сшить и пришить, чтобы он так висел сзади. Вот какой это. Вы видите, какой красивый хвостик? Вы понимаете, да, что я имею в виду? Так что, каждый, наверное, выбирает сам. Или вы его наполняете, и он у вас торчит, как у этого оленя. Или вы его оставляете, и он у вас висит.
он у вас висит, как у этого оленя. Или вот так торчит. Но я больше видела, когда вот так вот висит. Я сделаю, наверное, чтобы он висел. Вот так. Короче, здесь, когда хорошее настроение, у него стоит. Когда плохое настроение, он у него висит. Однозначно форма крутая. Но здесь прям попец такой красивый. Вот так он должен быть. Так что я наполнять ватой не буду. Абсолютно. Вы хотите наполнять, я его оставлю так. Ну-ка, сейчас я его приложу к моему бусичке. Бусичка, да? Вот так. Смотри, сейчас сразу все портаки закроются. Вот. И вот так вот я ему вот так вот раз и так пришью. И пусть он висит у него. Единственное, если его заполнить ватой, он может торчать. И если вы его садите, он может об хвост как раз вот, как сказать? Ну, блин, ну как сказать, девочки? Упираться. И он не будет назад падать. Вот так вот. Короче, я не буду ему ничего здесь наполнять, иначе он будет торчать у него как не хвост, да? Поэтому я... Пусть он у него будет висеть. Пусть он у него будет висеть. Вот так я сделаю. Я не буду его наполнять. Мы его просто сейчас вот так вот берем. И вот так вот провязываем. Оставлю эту нить, чтобы пришить. Все, хвост готов. Теперь осталось нам еще шарфик. Вот шарфик, я не знаю. Давайте я вам покажу. Там бок такой получается. Ну, не бок, а вот край. Да, край шарфика. Если мы будем менять постоянно нитку, постоянно одна нитка, она идет. И вот этот край, когда нитка постоянно идет сбоку, она некрасива. Мне кажется, что когда ты вяжешь спицами, вот как у нее спицами вязано, то сбоку эту нитку, которая переходит постоянно, ее не так видно. Поэтому, мне кажется, связанным красивее будет. Давайте попробуем. Давайте я сейчас найду толстую спицу, и мы попробуем связать. Так, я хочу вязать этот шарфик из вот этих цветов, зеленый и белый. И нашла спицы. Я бы, конечно, хотела бы без проволоки, но я не нашла таких толстых спиц без проволоки. На такую вот пряжу обязательно нужна вот толстая спица, да? Мне кажется, это или 8, или 9. Вы можете себе представить, если вот мы вяжем крючком номер 5, насколько толще. Но с толстой пряжей, если вяжем спицами, только нужно вязать такими толстыми спицами, потому что сама нитка, она плотная. Если берете тонкую спицу, то она будет как дерево твердое. А она должна быть такое воздушное, девочки. Очень должна быть воздушная. И здесь даже не обязательно на 2 спицы набирать петли. Здесь достаточно, если на одну будем набирать. Начну я вязать с зеленого, потому что как будто бы границу она очерчивает, мне так кажется. Набираем. Я не знаю сколько. Шарфик, по-моему, здесь не описан. Я попробую сейчас. 2, 3, 4. 100 лет не вязала, господи. Как это классно ощущается. 5, 6, 7, 8, 9. Я сделаю 10. 10 достаточно. 10. Он еще растянется. 10. Пока здесь узел делать не буду. Я всегда делаю узел. Делать пока его не буду, потому что я не знаю, получится или нет. Я не пробовала. Поэтому я думаю, я свяжу сейчас 2 ряда только. Я уже забыла, как это делается. Блин, девочки, она не скользит. Это лицевая. Прикиньте. Ой, не, она не скользит вообще. Здесь должна быть деревянная спица. Она не хочет вязаться. Вообще не хочет. Ну-ка, подождите. Терпение, Лена, терпение.
Последнюю сюда изнаночную. Так, это один ряд. Блин, жалко, что у меня нету без лески. Мне эта леска, она выбивает. Так. Я хочу, чтобы у меня с двух сторон была лицевая. Тогда получается она как платочная. Нет, мы вяжем с одной стороны изнаночной, с одной стороны лицевой. И та, что лицевая, это изнаночная я сейчас вяжу. Та, что лицевая, она будет потом так специально закручиваться, и видно будет только лицевая сторона. Девочки, сейчас пока пробую, я не знаю. Это изнаночная. Еще один ряд провяжу. Широкий получается с 10 петлями. Это лицевая. Сейчас посмотрим, что получается. Нет, сейчас вроде пошла. Вот такая получается. А с другой стороны вот такая. Как бы она ее не закручивала так. Я бы хотела, чтобы она будет ее и так закручивать, чтобы мы только видели лицевые петли. Так, сейчас я вам покажу. Вы можете крючком вязать. Крючком просто полотно вяжем и все. Так, берем белую. Сейчас посмотрим, как здесь. Теперь смену мы делаем каждый ряд. Одна. А как мне теперь здесь поменять? Один раз придется мне, наверное, привязать. Девочки, 100 лет не вязала спицами. Вообще, первое, что я научилась вязать, я до 30 лет, с 9 до 30 я вязала только спицами. Я уже забыла, когда я делала это последний раз. Так, сейчас посмотрим, что здесь получится. Можно, наверное, по-другому еще зацепить, да? Но я потом как-нибудь постараюсь спрятать это место. Изнаночная сторона, изнаночная. Это изнаночная. Вяжем. Вяжем так, знаете, легко, не натягивая. Так, теперь поворачиваемся. И вяжем, мы должны вернуться на место смены нити, смены нити, и вяжем лицевой. Он широкий получается, мне кажется, он будет шикарный. Но он хоть к голове будет подходить. Последнюю всегда на лицевой стороне я вяжу изнаночной. Так, теперь я должна здесь взять. Вот видите, сейчас это не так сильно будет заметно, потому что мы только один ряд, можно сказать, меняем. Вот. Эта нитка. Теперь мы будем брать вот зеленую и вязать изнаночной. Мы должны, наверное, скорее всего, ее провязать изнаночной. Неудобно вязать этой пряжей спицами вообще. Она не для спиц, если честно. Сейчас посмотрим, что получится. Мне уже не нравится, девочки. Чересчур она дырчата. Спицы надо меньше брать по размеру. Возьмешь меньше, она будет твердая очень. Или ничего. Да ничего, что-то Ленка тут. Красиво. Вяжем один ряд дальше. Просто я привыкла плотно вязать, а тут как-то непривычно такие растянутые петли, но шарф должен быть таким мягким. И вяжем изнаночной. Смотрите, как получается. Вот видите, оно такое все воздушное, но мы его вытягиваем. Когда мы его вытянем, он закрутится. Он закрутится, и вот эта изнаночная сторона, ее видно не будет. Сейчас, девочки, еще один ряд вам покажу, как здесь сбоку будет выглядеть. Видите, вот эти моменты, они всегда немножечко... Но она опять же закручивается. Берем белую, поворачиваем. И нам придется эту первую провязывать изнаночной. Девочки, я устала. У меня руки уже трясутся от усталости. Просто я 2 дня
только завидела. Время у нас уже 8. Мне надо детей гнать завтра в школу. Ну, я имею в виду малую. У них уже там истерия начинается со Стеном. И я их когда уложу, чуть-чуть перекушу. То уже грибы переварились. И приду к вам опять сюда. Доделаю его сегодня. А завтра, скорее всего, в понедельник я выставлю. Не завтра на работу. У меня в этом году рождественские каникулы 2 недели аж. Представляете, что шеф такой добрый. До 9 января, с 23 декабря. Вот так оно получается. Можно, конечно, взять не обязательно 10 петель, можно взять и 5 петель. Тоже достаточно. Но мне кажется, он будет шикарно смотреться из 10 петель. Он такой будет прям такой вот богатый. Понимаете? Вот так вот, девочки, вяжем. И если вы не хотите вязать спицами, то я вам сейчас покажу, как это вяжется крючком. Сейчас только можно я возьму другие цвета. Я уже там распускать не хочу. Вот у меня тут такие кусочки есть. Да, сейчас давайте мы их скомбинируем в полосочку. Для тех, кто хочет вязать крючком. Также делается сперва воздушные петельки. Давайте возьмем 10 также. 3, 4, 5, 6, 7. Ну, достаточно. Для примера достаточно. Вот провязали. Теперь вводим крючок во вторую сюда и вяжем просто один ряд. Один ряд. Провязали. Теперь вот в эти 2 петли мы вводим желтую. Так, делаем воздушную петлю, поворачиваем работу и вяжем. Просто вот такими поворотными рядами. Обязательно в последнюю делаем воздушную петлю, поворачиваем и вяжем. Нам нужно вернуться. Здесь получается по 2 ряда. Нужно вернуться, чтобы забрать зеленую. Так, теперь эту оставляем висеть. Берем зеленую. И здесь тоже получается, что вот эта зеленая, она вот по боку так идет, понимаете? Обрывать ее по краю, извиняюсь, по краю идет. Обрывать ее, ну блин, это вы представляете, а вот так она получается. Это, можно сказать, надо постоянно ее обрывать. По-другому я не знаю, как еще. Ну да, ее просто придется рвать постоянно. Рвать неохота, и получается вот такая сопля здесь. Тогда получается, понимаете, вы опять делаете воздушную и вяжете опять край, ряд. Вы провязываете. Сейчас я покажу, что я вот именно этим имела в виду. Спицами, если вяжем, там этого так сильно незаметно. А тут заметно. Мне не очень нравится. Хотя, может, есть другой еще метод. Задайте в YouTube, посмотрите. Полосатый шарфик крючком. Может, вы выйдете на что-нибудь толковое. Вот. Вообще-то здесь-то должна быть нитка оборвана, приложена, и просто на работу она ложится и вяжется вместе. Возвращается опять. Здесь постоянно при каждом разе рвется нитка. Вот. Ее, конечно, здесь завязывать не надо. Это самый легкий метод, но вы понимаете, что здесь с краю получается. Единственное, что вы можете так связать, а потом края обвязать, и вы тогда это закрываете. Но это, блин, не знаю я. Здесь вот при таких моментах в полосочку здесь нужно всегда эту нить обрывать. Нить обрывается, вытягивается, ложится на работу и провязывается. И идет назад. Потом нить обрывается, берется другая, и так постоянно. Понимаете? И с краю постоянно здесь эта нитка немножечко провязывается. Вот. Чтобы не было вот такой вот ерунды здесь сбоку. Вообще у вязки со спицами там есть точно так же. Но
Здесь плюс в том, она точно так же идет. Здесь вот сейчас, например, это просто завязывается, вот это вот, оно убирается. Вот. Здесь плюс, знаете, в чем? Что она колосьями идет, эта вязка, и она незаметна здесь сбоку. Она вообще незаметна. И когда мы шарф свяжем, она автоматически так закручивается в трубочку. И это все внутри. И здесь вы край вообще не видите. С одного края получается красивая косичка, а с другого, где идет вот смена нити, здесь всегда ниточка, она тянется. Не это, а вот сейчас следующее, это будет вот это. Она всегда тоже тянется, но ее так не видно, девочки. Как вот когда крючком вяжем. Короче, вот я вам показываю то, что я могу, да. Есть 100% намного лучше еще методы шарфиков. Я его свяжу вот так, как есть. Я даже распускать не буду, довяжу его до конца. И посмотрим, что получится. А вы забейте в YouTube, как связать шарфик крючком. Полосатый. Да, и там будет и смена нити показана, и все такое. Вот. Мы довязываем это все. Потом все пришиваем. Если, девочки, я еще сегодня буду жива, я вам покажу моего оленя и поставлю на обработку этого видео. У меня такое ощущение, что тут 3 части будет. Ну, вы же меня простите, да? Вот, как-то так получилось. Не виновата я. Вот, если у меня получится, я еще сегодня покажу. Если у меня не получится, то завтра после работы, это получается понедельник вечером, и, может быть, ночью в понедельник только выйдет видео. Вот, так что надейтесь на то, что моих саранчат я быстро спать уложу. Да? Но мне еще кухню убирать надо. Еще и стирку надо закинуть. Ничего не хочу делать, хочу вязать. Вот. Все, девочки, давайте встретимся. Итак, девочки, смотрите, я вчера еще довязала этого оленя, я делала фотографию, выставляла на Инстаграме, но решила этот маленький кусочек доснять именно тогда, когда будет светло. Я вот сейчас после работы пришла, думаю, посажу, посмотрю, как он здесь будет смотреться. И, девочки, он реально очень крупный, смотрится красиво и сидит, главное, у меня вот такие подставочки для цветов есть. И он как раз прямо под нее. У меня елка, конечно, она еще не до конца собрана, мне еще не хватает туда вниз что-нибудь подстелить, такое мягкое, беленькое, подарочек туда побольше, да. Вот, но это еще, я еще к этому не дошла. Вот, и, кстати, у меня есть вот такая вот красивая снеговичка, я ее вязала в прошлом году. Себе я ее оставила, она мне очень-очень понравилась. И да, она у меня тоже будет под елочкой. Вот, так что, смотрите, хотела вам показать размер, в принципе, он не маленький, девочки, да, елка у меня 1,80 м. Елка у меня 1,80 м, и вот так он сидит. Но он сам сидит, я ничего не подкладывала, абсолютно просто его плотно посадила и все. Если здесь с ветром кто-то пробегать не будет, Дед Мороз, да, то он будет сидеть, я как-нибудь красивого к окошку туда еще поставлю, и вот будет у меня свой здесь олень. Вот, свой собственный. Ну все, если вам нравится, присоединяйтесь. Огромное спасибо вам за все комментарии, за вашу поддержку эмоциональную. Спасибо вам большое за ваше терпение. Терпение я имею в виду во всех смыслах, что особенно касается меня и моих видео. Спасибо вам огромное. Вот, ну что еще сказать? Я думаю, что это на данный момент в этом месяце только сейчас вот новогоднее, что у меня выйдет. Потом, если получится, я еще сделаю. Но я не думаю. Скорее всего, уже до следующем году у меня будут видосы следующие. Но я постараюсь. Может, еще что-то выйдет в этом месяце. Вот. Но не обещаю, девочки. Очень много работы, поэтому я вам хочу пожелать хорошего полета в Новый год. И оставайтесь все здоровыми, чтобы закончилась война. И самое главное, не падать духом и брать от этой жизни самое лучшее. Все, всем пока.